Так как это, блядь? Как это возможно? Подожди, что? Я прикола не понял. Странно. Ну, ладно. Так, окей. Да-да. Как говорится, не удивляйтесь. Так. Так, ну что ж, погнали. Let's go. Так. По-моему... По-моему, мы сейчас как раз-таки находимся в том моменте, когда мы должны уже пройти игру. Так, полая башня.
Как бы Тохарь не умер. Тохарь. Дела плохи. Окей. О, играем в Догму. Ну да, после Фиренхангера поиграем. Я даже нарезку по Догме сделал. Она выйдет завтра в 12 часов. Завтра в 12 на YouTube канале выйдет. Игра другая стоит. Блин, ну, классика, классика. Просто там тоже цифра 2 написана, и поэтому я такой, блядь. Да, сорян. Перепутал легко. Привет, енот, привет, ятрок. Ятрок, енот. Да. Я вспомнил, в чем приколдес тут творился. Да, приколдес-то тут в том, что... Ёпта, придется много лутать. Надо еды приготовить. О, отлично. Еда — это хорошо. Танаку грохнуть надо. Танаку грохнуть — это прям... Да. Уф, 816 урона. Ну что за липкие говна? Мантикору завалил, жесть. Ну и когда-нибудь дойду до таких моментов. Я тоже буду хвастаться прямо на стриме, говорить: а я там медузу убил или еще что-нибудь в этом роде. Она постоянно в стане была из-за моих ударов. Этот человек пережил много физических травм. Осколки стекла глубоко проникают в его череп и руки. Начнем с того, что вы понятия не имеете, как он все еще был жив. На его шее также есть что-то вроде пыточного приспособления, и кажется, оно вытягивало его шею сверх обычных мер. Если бы он не был мертв сейчас, вы не думаете, что он прожил бы намного дольше? Ну... Глаза. Разобрали человека. Синяя трава, лаванда. Самое забавное его появление, то что он сначала материализует свой пенис, а потом всего себя остального. Не знаю, как это работает, но... Но это так происходит. Так. Маслоу. Пули. Водка — это хорошо.
Клим Саныч уже по рукам начал ходить. Жесть. Популярный. То есть, что, реально, типа, челики могут взять и своего челика попользоваться, взять? То есть, на свободном ходе? Реально? Интересный способ стать популярным, так сказать. Интересно, интересно. В аренду берут. А ты с этого что-то получаешь, типа? Как арендодатель. Он может по мирам других игроков ходить. Понял. Его могут нанять. О, что-то получаешь все-таки. Слушай, интересная концепция. Где мне кнопка все время отходит, стрелки вверх. Подарки, если игрок захочет дать подарок. Кристаллы и подарки. Мне вот гнилой виноград. Нормально, нормально. Да уж. Как бы я это сказал? Санбой. Туки. Туки. Поблагодарил, называется. Лошадь. Так, там время было час. Ну, точнее, не час, а вот так. Вот так. Угу. Вот так. Окей, let's go! Счастливая монета. Синий флакон. Так, в прошлый раз меня в этом подземелье замочил мудак с огнеметом. Это я точно никогда не забуду. Не то чтобы это было обидно, это было чрезвычайно летально и практически неизбежно, что ли, блин. Я не мог увернуться от этого дерьма. Сложно. Поэтому, да. Это вот, скорее всего, единственная сложность этого бункера будет. Это челики, которые будут наносить подобный урон. Точнее, подобные атаки делать. Блин, этот гнилой виноград тебя сильно задел, видимо. Да, это жестко. Ничего, бывает. Бывает. Ну а ты посмотри на эту картину с другой стороны. А вдруг он очень беден, и он настолько там концы с концами не сводит, что вот дал тебе последнее, что у него было, гнилой виноград. Представь себе. Его просто каждые гоблинцы и там прочие в жопу трахают и так далее, что он просто не вывозит. И
Твой Клим Саныч ему настолько сильно помог, что он такой, блин. Я, конечно, могу ничего в принципе не отдавать, но я так благодарен, что отдам гнилой виноград. Ты об этом подумай. Это как у сиротки взять вот такой вот, ну, как бы это сказать. В качестве благодарности сиротка тебе дает такую вещь. Бункер белый. Ну, спасибо, хоть не голубой, наверное. Потому что голубые запрещены на территории РФ. Ну, бункеры имеется в виду. Интересно тут. Да-да, 100к золотых и гнилой виноград. Я бы сказал, что дала бы сиротка, но за это на кукан посадят. Тогда лучше молчи. Молчи. О! Пыль плавает в воздухе, это старое место кажется заброшенным. Я ж тут коробочки клеил. А мы тут сидим, коробочки клеим. Я помню это место. Там в начале игры было. Да. Прекрасное время было, когда еще все были живы. А что за коробки я делал, кстати, интересно? Как бы внезапно вдруг я задался подобным вопросом. Так, патроны. Посмотрим, сколько у нас патронов. Это я. Ну, сказать, что я перестарался, это ничего не сказать. Что-то я прямо много в него разрядил. Так. Где мой любимый купью? Хорошо. А, я, кстати, забыл амулет одеть. Вот что нужно. Иллюзионист открыл. Бременский противогаз и наручи. Однако. Рифленые наручи. Предотвращая потерю конечностей. Не, ну это, конечно, очень хорошо, но черт побери. Вообще-то я хочу амулет Игайгерц, а кольцо духов, наверное, уберу. Но тут сейчас такая типа тема, тут я думаю против меня всякие разные солдаты, да и огнеметчики эти будут нападать.
Ну, очевидно. Тут как бы враги такие, что дают понять, кем они будут. Так. Поэтому будет иметь куда больше смысла, если я обеспечу себя защитой не от потери конечностей, а защитой в принципе. По типу наручей. Наверное, да? Ну да. Seems good. Вот еще наручи. Балдеж, балдеж. Так. Ну чё, сволочь. Лишая головы. Привет, Гудзон, здорово. Гипнотизер за тень. А что ли за ней сделает? О, подожди, да ладно, я могу. О, мясорубка, ёпта, мясорубка. А мясорубку я, наверное, могу дать никому, кроме себя. Жестокое свирепое оружие, циркулярный диск, прикрепленный к настольной шифровальной машине, настроен для работы без подключения к сети. Не, ну попробовать стоит, черт побери. Да ладно, еще смогу сделать? Да, еще могу сделать. Только бессмысленно на самом деле, типа. Блин. Свет-то как прям освежевает. Освежает, точнее. Освежает здешнюю атмосферу. Что написано, что типа в суматоху врага приводит. Прикольно. Так, давайте откроем сундучело. Не буду вас душить орлом и решкой. Пожалуй, сам выберу и типа... Не, ну последующие разы игра меня просто жестко подъябывала. Просто подряд. Каждый раз я думал, что орел или решка, и даже с преимуществом это делал, но игра такая типа... Соси хер. И... Например, я кидаю орла, и две решки подряд выпадают мне. Просто охереть можно. Не, игра реально такая. Дебансой, так сказать. Но сейчас мне повезло. Документ с диаграммой мозга. Так. Документ с диаграммой мозга. Эта страница лишь одна из многих, у вас нет предыдущих страниц, посему понять контекст документа невозможно. Современная наука и медицина все еще ограничены в этом вопросе, ведутся споры о том, сможет ли наука когда-нибудь вычислить необходимые объемы информации. Человеческий разум и душа, в конце концов, настолько сложны, что это не поддается количественной оценке ни одним компьютером. Таким образом, возможно, заменить логику будет невозможно даже по мере развития технологий в ближайшие десятилетия. Точно таким же человеческим разум... Точно так же человеческий разум также не сможет вычислить математические формулы в сознательном состоянии. Вот почему субъекту необходимо все время находить в состоянии осознанного сновидения. Это когда активируется как сознательный, так и бессознательный разум. Именно тогда вычислительная мощность человеческого разума достигает своего максимального потенциала. Объект будет подключен к
микроскопу. Движок и объект вместе сформируют логику. Электронные сигналы, которые возникают в мозгу испытуемым, преобразуются в единицы и нули, стирая грань между человеком и машиной. Нихуя не понял практически. Ну, да ладно. Ну что ж, пизда тебе. Серьезно? Эта мясорубка так работает? Жесть. Да, это серьезная штука. Погоди, ты кошечка? Новая банда? Вот, банда енота в Dragon's Dogma. Вот это, по-моему, енот. Вот такие вот пацаны. Не, ну колоритные персонажи. Палач, Конч, Кошечка и Клим Саныч. Неплохо, неплохо. Я здоровый человек сзади с рогами. А, я тебя Кончем назвал? Совпадение? Не думаю. Да. Нормально. Да. Это судьба. Нет, что прости. Так. Блин, вот не знаю, как это работает, но все-таки вот благодаря даже, скорее всего, тому, что редактор персонажа в Dragon's Dogma настолько хороший, что я буквально сам себя создал, и это меня и подталкивает вернуться в Dragon's Dogma обратно. Ну, типа в том плане, что это работает. Я ассоциирую тебя с, ну, типа, с главным героем, и это прям, да. Ебать, 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 ебать. Дерьмо вонючее. Так, ну хотя бы так. Ну давай, чтобы дело шло быстрее. Быструю стойку поставим. И... Да сразу в тело его давайте задолбим. Это будет разумно. Даже кровотечение вызывает. Охереть. Ау. А, так-то кровотечение прям, да. Не, ну мясорубка это имба, ребята, это прям жестко. 303 патрона, ничего себе. А, ну да, я забыл кое-что сделать. Но, знаете, что мне кажется, мы уже отсюда реально не выйдем, наверное, с этого бункера.
Потому что было написано прямо черным по белому. Точнее, белое по коричневому, наверное. О том, что... Или по бежевому. То, что все, мы тут остаемся. Бункер закрылся. Нам не выйти. Хотя, черт его знает. Может быть, есть какая-то слабая надежда на то, что у нас все получится. И мы не погибнем здесь. Надо включить... Логика. Вау. Жестко. Бункер заглушает все внешние звуки. Я очень аккуратно передвигаюсь. Так, мне этот чел напрягает, поэтому я ему, пожалуй, просто вот так вот сделаю. И вот так вот зайдем. Все. Твоя песенка спета. Кого? Да, всего понемногу, я бы сказал. Нормально. Кофеек пью тоже. Нормально. Не, у меня просто вода. В общем, меня что-то Dragon's Dogma настолько вдохновило в плане того, что это хорошая игра, что я даже по ней нарезочку сделал прям. И завтра в 12 часов просто выложится дело. Видосик. Да, хорошая игра, очень хорошая. Противогаз свиной кожи. Так что, если что, буду стараться баловать вас нарезками и приключениями из этой игры. Почаще. Так, ну вроде генератор включил. Тебе еще на стену лезть, дядя. На стену? А, ну да. Господи. Ебать, я занятой. Мне еще игру делать надо. На самом деле, честно сказать, я вообще жестко как будто бы забросил создание игры. В том плане, что не то, чтобы я прям типа забил на это хуй. А просто мне же там по факту много материала изучать, обучаться надо. А я такой... Все-таки, да, понимаю, как бы, почему народ разбежался у нас в нашей команде, потому что, ну, это куда более честно было, как будто бы то, что они сделали. Они такие чисто... Хотя завуалировали свой уход, конечно, но по факту они такие, типа, ну, просто... Я в рот ебал. Чувствую себя обязанным делать какие-то вещи. Я просто пойду, пожалуй, делать свои вещи. Типа. Ну так-то да. Без бабок такой себе работа. Да, конечно, без мотивации прям тяжко. Но сейчас, знаешь, что подталкивает меня больше всего к работе, вот в этой теме? То, что у нас там один чел, наш этот тимлид, так называемый, вот он нас подписал в одну тему.
В инкубатор. Ну вот я вот рассказывал про это вчера. Или когда там. Ну, короче, прикол в том, что мы теперь как будто бы участвуем в своего рода геймджеме. И это на самом деле жестко. Как бы появляется чувство обязанности. То, что вот все. Ответственность какая-то серьезно появилась. Фух. Нахуй чувство обязанности без денег. Ну согласен, согласен. Тут даже спорить никак нельзя. Оно и правильно. А я к тому, что удовольствие делаю просто. Ну да. Ну, вот остальным-то они в кайф было, а нам-то в кайф как будто. Ну и просто, блин, ну я уверен, те люди, которые все еще остались в нашей команде, у них вот просто была мечта создать игру, ну, по крайней мере, в детстве. И они как бы этой мечте все еще верны. И это прям хорошо. Господи, какое же безумное оружие все-таки. Это мясорубка. Первая пила. Logic. Технологик. Так, сейчас мы туда продвинемся, но я тут чисто смотрюсь. Понятно. Здорово, качалку забросил? Да, хочу продолжить. Просто абонемент, в котором я записался в Триумфе, он, считай, просто внезапно утратил всякую актуальность из-за того, что в Триумфе, сука, ничего себе руки, происходят какие-то ремонты и просто все, ГГВП. Но это не оправдание, конечно. Я честно скажу, мне безумно лень стало в какой-то момент, но обязан вернуться, обязан. Хочу продолжить. Что там за хуйня ходит? Так, это выглядит не очень дружелюбно. Игровой мир людям непонятен, и непонятно, что в итоге может выйти, и вот уходит. Вот да. Ну вот те люди, которые остались, и как бы они такие... Армейский офицер в маске кокетливо улыбается вам и соблазнительно машет рукой, чтобы вы следовали за ним. А мы это потянем? А мы это потянем? Выглядит как похороны, если честно. Ауч! Живой танк в замешательстве. Живой, мать его, танк. Блин, обратите внимание, что тут лица людей, перекошенные в гримасе боли. На языке тоже какие-то головы и там прочее.
Охереть, да? Выглядит хайпово, я так скажу. Выглядит безумно хайпово. Армата. Ебать. Ему такой пиздец, по-моему, нет? Единый взвод что делает? Нет, тихо. Господь, Господь, я увернулся от этого, боже мой. Ну, игра чисто хотела поднасрать мне, чтобы я умер. Орел с преимуществом. Иди нахуй, игра, ты ебанутая, сука! Блять, иди нахуй! Это что было, блин? С преимуществом кидаю орла, блять. Просто 2 решки выпадает. И предыдущий раз тоже с преимуществом кидаю. Боже мой. Почему эта игра такая уебанская? Это же чистый подъеб, ну, из разряда, блин, чистый тролль какой-то происходит. Это что такое? Я не понимаю, реально. Это реально просто, ну, издевательство чистой воды. Это не... Я не знаю. Боже мой, какая же хуйня. Ой, честно сказать, блин. Какая заеба просто. Мне бежать опять все 20 раз это делать. Да вообще подкрутка реально какая-то безумная. Ауч. Безумно можно. Да. Опа, а у меня идея появилась. Причем настолько гениальная и простая в то же время. То гениально его, по сути, даже назвать язык повернется на самом деле. Короче, сейчас мы тут все облутаем, это место. Это место мы лутаем. Потом тупо уходим отсюда, обратно на улицу. И идем в сторону Полой башни. Я уверен в том, что до Полой башни наверх еще подняться нужно и все дела. То есть это, ну, дело по сути даже, ну, ни хера не простое. Короче, суть в чем? Суть в том, что я там должен сетить этого ебучего покеткэта, который мне должен предложить за определенную цену купить у него книгу просветления. А книга просветления — это сохранение в любом месте. И благодаря этой теме сохранения в любом месте мы спокойно можем затратить этого танка вообще на абсолютных похуях. Чисто с покерфейсом будем сидеть и ебашить. Короче, все максимально упростится. Но разве что вот непонятно, что нас там ждет. Вот единственное, что напрягает.
Непонятно, что нас ждет. Танколюбы на месте. Но да, игроки World of Tanks такой танк оценили бы. Они такие типа... Они такие, это что? Для меня? Да. Блин. Это мне. Так. У него есть рот. Блин, этот гондон что-то меня вообще не радует нихуя. Да, напрягает. Сукин сын. Блять! Блять, как так? А он меня зажал, если что. Держу в курсе. Вот это, конечно, блядь, фиаско, братан. Бля, ну началось, бля, пиздец. Но преимущество. Ну хотя бы, блин, игра не... Да ты что, реально? Игра реально не стала меня ебать в задницу вот так вот. Обычно же она ебет. А тут вдруг решила такая, типа, ладно, хуй с тобой. Блин, ты, может, поешь или типа того, я не знаю. Блин. Марин покормить надо. Пизда. Что происходит? Ну, судя по звуку, он меня трахнул как будто. Но, видимо, вообще игра испорчена этими локализаторами. Видимо, да. Такое ощущение, что он меня немного дубасил и трахнул в жопу, возможно. Проверять я это, конечно, не буду. Как сказал бы... О! Душхо. Болт большой держал в руках. Думаю, да. Увы. Да уж, не думал, что он меня вообще, в принципе, поймает. А это случилось. Охереть. Да, это место... Позитивным уж точно не назовешь. Охереть может. Какой кошмар. Как же людям тут плохо. Находясь так близко к монолиту, испытываете головокружение. Ваше зрение затуманивается, и вы слышите, как кровь бурлит в ваших венах. Перед вами возвышается большая каменная стена. Стой, не прикасайся к ней. Я чувствую что-то потустороннее в этой штуке. Странно, я бывал в этой башне много раз раньше, но она никогда не связывала меня такого сильного чувства. Мне это не нравится, мы должны держаться от нее подальше и определенно ни к чему не прикасаться, хорошо? Ваше сердце бьется громко, как барабан, просто потому что вы так близко к башне. Адреналин бурлит в вас, вы не можете объяснить это чувство.
Вы испытываете одновременно и ужас, и искушение прикоснуться к замысловатым украшениям древней двери из каменных плит. Но похуй. Можем загрузиться. А, это сила Архера. Держись подальше от башни. Серьезно? Пиздец. О, ну это похороны попутно бы. Вы поняли, что случилось? Марина превратилась в монстра. Тело-носитель выгравировано на коконе символы Грогорота. Ничего себе, она еще и пользуется реально своим этим. Ай, бля, это смерть, походу. Нет, но очень близко к смерти. Опыт любви. Обалдеть, она еще и хилит. Обалдеть. А, эта хрень прям кастует всякие колдунства. И она его хилит. Ну нет, мой урон не перехилит. Хуй такой перехилишь. Пиздец, токарю руки лишился. 200 хп. Хрень. А, да? А. В смысле? Не понял. Твою мать. Чё-то она прям хилит и хилит, прям, причем хорошо. А я в тело разъебу ее. Тело носителя кокона умирает, но эта штука все еще жива. А, вот так это работает. Понял. Все, тебя ничто не похилит теперь. Да-да. Старайся больше. И получше, я бы даже сказал. Хотя, это мне кажется, что он сейчас с одним ударом меня на респаун отправит. Поэтому давай-ка на всякий случай я бахну бояра. Ну почти что была конечная, почти что. Какая же мразь. Да подохни ты уже, серьезно.
Ах, балдеть. А, это жопа, оказывается, вот, ничего себе. Я только увидел. Да. Чё-то прям сильно. Самое ублюдское во всей этой ситуации то, что торговца Pocket Cat я как будто бы не увижу. До того, как я поднимусь на эту сраную башню. А хотя погоди. Давай-ка все равно пойдем в ту сторону. Там же нам лутаться надо. Там все-таки вещи лежат. И найти бы один хотя бы металлолом, чтобы... Бля. Чтобы сделать себе мясорубку. Вот с мясорубкой я бы ее вообще в легкую убил бы. Это да. Это вот 100%. О, 303 патрона. Блин, почему в мусорке нет металлолома? Мусорки, блин, могло бы быть все что угодно, и даже металлолом, как будто бы. Бременский нагрудник, блин, охереть. Не трава, шиллинги. Пиво. Мясной пирог. А, ну да, кстати, надо бы покормить наших бойцов. Бодрящие таблетки. Давай сразу бодрящие таблетки подопью. А. Так, бодрящие таблетки. Хотя, наверное, не стоит. Да вы угораете. Ёб твою мать. А ведь к успеху шел. Так, у меня есть один хексион. И на что бы его потратить? Убеждение, взлом, дипломатия, пиромантия, пожинающие корни.
Раскрыть ауру. Красная дуга. Проказы крыс. А где это все? Проказы крыс. 35. Лунный метеорит. Ну, допустим... Призовите маленький кусочек луны. Интересно. Реально метеорит. Так. И вот сейчас орла выберу, и выпадет решка. Естественно, блядь. Ну, просто... Не, чисто из принципа я буду грузиться, чтобы открыть это дерьмо. Игра просто замечательная. Она вот реально троллит меня. А если я быстро прожму? Уй там, блядь. Господи, какая же хрень. Вот скриньте, сейчас выберу решку и выпадет орел. Вот по-любому просто. А нет, блядь. Повезло. О, 303 патрон. Все-таки я реально невезучий человек в этой игре. Как же меня игра попускает реально моментами. Просто охереть может. Ну, 303. Медвежий капкан. Ну, блин, неплохо, неплохо. А, там еще коробки, точнее, бочки были. Вот. Забываем. Два шиллинга. Блин, сколько у меня вообще денег? Имело бы даже смысл сбегать в магазин и купить какой-нибудь приколдес. Так, сейчас приду. Воды себе налью. Shots.
А. Гуляш. Блин, что-то гуляш так вкусно выглядел. Даже захотелось поесть гуляша. У меня ёбаный чат не прокручивался. А может тут, кстати? Вообще удивлен, что он до сих пор не написал. Блин, чат надо поменьше сделать, оказывается. Я когда монтировал Dragon's Dogma, увидел, что чат просто какой-то неимоверно огромный, блин. Привет, Флимбе. Но, может тут, оказывается, наблюдаешь тихо. Хорошо. Че, сам уже устал смотреть на меня? Уже такой, как он заебал проходить эту игру. Как он заебал. Так. Так. Блин. Да нет, ты хороший. Спасибо. Игра специфичная, конечно. Не, игра крутая. Как бы не казалось на первый взгляд, но по факту... Да. Эта игра действительно интересно. Уникально. Блин, я ищу... Мне только один коричневый флакон, и бодрящих таблеток нету. Ладно. Чисто ради шиллингов я его ёбну. Ну да, по крайней мере уникальная. Не, она не просто, как бы сказать, так оригинально, уникально, просто, да? Она хороша тем, что такую простую вот, казалось бы... Нет, даже не так скажу. Такой простой движок, как RPG Maker, делает... Точнее, заставляет выглядеть настолько презентабельно и круто, что из этого движка выходит подобная игра. То есть... Я уверен, что благодаря Fear and Hunger RPG Maker получил еще куда больше пользователей как разработчиков 100%. И многие стараются достичь этой планки уровня вот это вот приколдесы. Уверен, там типа художники, там прочие ребята, вот эти вот все пытаются сделать то же самое, что и вот получилось с Fear and Hunger. Не в точь-точь, конечно, но того же уровня по уникальности и интересности, то, что ты благодаря этому движку можешь передать игроку интересный мир, который ты сам придумал, это да, типа, это мощно, типа. В общем, да, респектосы благодаря Фирнхангеру на RPG Maker прибавилось прям существенно много. Я уверен. Нихуя я 2 успел. Круть. А так можно было? А так можно было? Так. Ну, движок удобный тем, что не нужно прям очень много разных программистских навыков иметь, чтобы игру хорошую слепать. А сделать здесь главная идея, хорошая оригинальность какая-то. Ну, даже не так. Я бы сказал, что данный движок прям создан для
не то чтобы художников, но для тех, кто умеет рисовать точно. Потому что они здесь имеют огромное преимущество в этом плане. А так, да, типа, ты, возможно, что-то и сделаешь там в этой вот, на этом вот движке там. Но это просто на фоне всех других поделок из вот этого вот RPG Maker никак не будет выделяться, и это, конечно, такое. Поэтому, да, надо, черт побери, стараться делать жестко, красиво. Да, это, по сути, касается вообще не только RPG Maker, но, конечно, любого другого движка. По факту. Но RPG Maker, конечно, доступнее, это точно. Я сам его когда-то запускал, я помню. В те времена, когда я поигрывал всякие разные хорроры, которые были созданы на RPG Maker. И, блин, это довольно-таки, черт побери, интересно было. В том плане, что я такой глянул на игру и вижу, что, типа, да, очень игра похожа на JRPG старых времен, там прочее. И потом, когда узнал, что она была создана на таком движке, я глянул так и понял, что можно делать игры. Но, опять же, я сам не попробовал, чисто из-за того, что мне было безумно лень. Ну и потом, типа, там реально просто берешь такой, типа, как бы это сказать, ну тупо поле какое-то появляется, и ты туда текстуры вваливаешь, рисунки всякие разные. Что-то делаешь интерактивным, что-то нет, и там прочее, там очень просто. Ты просто сидишь такой, думаешь, блин, охереть, как же это просто, но в то же время, как бы, ну, по крайней мере, я из-за лени плюс из-за того, что не особо верил в себя, скорее всего, я такой сказал, я ничего толкового не сделаю по-любому. Поэтому, и все, забил просто. А так, на самом деле, все довольно-таки просто можно было сделать. Поэтому больше веры в себя, да, ребят. Кто знает, если бы я был бы дохуя энергичным парнем, то, возможно, в свое время сбацал бы что-то типа Фиренхангера. Кто его знает, кто его знает. Да и сейчас тоже можно, почему бы и нет. Мне знаете, что больше всего напрягает во всем этом? То, что у меня всего лишь одна попытка все это сделать. Хотя, как бы не то чтобы одна попытка. Можно было бы сейчас сбегать обратно. Вот прям сейчас. И сохраниться в подвале церкви. Что думаете? Ну, чем проще движок, тем более простая схематичная игра получается. И надо как-то изворачиваться и хитро делать, чтобы игра была интересная, а не просто пародия на игры 30-летней давности. Сейчас бы уже купался в деньгах, Славе. Почему думаете, что Pocket Cat в полубашне? А он что-то же говорил, что он будет у башни или что-то в этом роде. Погоди, он не в башне, ты хочешь сказать? Если он не в башне, тогда...
Где эта сволочь? Интересно. Так покупать надо эту игру. Надо ее купить же. Антон. Дай сюда. У меня сын стал играть на ноутбуке. Музей должен быть, но не появится. А, блин, я забыл. Если не убили. Так я его не убивал. Я его всего лишь один раз встретил. Говорил только что-то типа из разряда «потом увидимся», БББ, и убежал. А я такой типа «ну окей, давай». Доктор может стать покеткэтом? В смысле он может стать покеткэтом? Как это работает вообще? Покеткэт же это уже существующий персонаж. А когда они сходят с ума, они же не могут превращаться в конкретно существующего персонажа. То есть два покеткэта было бы типа или что? Бред какой-то. У него квадратные штаны у доктора Покеткэта. Квадратные? Белые штаны. Не, ну я помню, у того Покеткэта были белые штаны, да. Вот за дерьмо. Ну, блядь. Что ты ел на завтрак, Эдмас Фокс? Борщ? Ну, это, правда, был не завтрак, а обед. Ну, я проснулся в обед примерно. Наконец.
Мысли. О боже, тут еще нет этого что. Эй, как же ты меня, сын, озадачил. Так. На. Иди. Вот он. Майнкрафт, да. Это маме покажешь, она поймет, что делать дальше. Блин, там изошник. Не то вообще. На. Привет, Михаил. Бесконечная игра? Нет. Чего вы так переживаете по поводу этой игры? Да, долго, что поделать. Но игра такая. Она довольно-таки хардкорная. Что поделать, что поделать. Да, будет позже только. Только не торопи меня с этой хуйней. Я обязательно ее поиграю. Только сначала с этой игрой разберусь. Я прям чувствую, что скоро ее пройду. Потому что... Ну ты глянь, где мы находимся. Бункер, блин. Все говорит о том, что мы уже все вот. Еще немного и конец. Это ты еще не в персону играешь. Так бы, наверное, 2 месяца играл бы. Не, я вот в персону в рот ебал играть, реально. Ну его нахер. То есть я даже РПГ в жизни не прикоснулся никогда. Ну его нахер. Вот если мне захочется похоронить всякую надежду стать успешным стримером, то да, конечно, вообще в легкую запущу. Я такой, типа, это в рот ебать, блин, просто... Еще какие-нибудь слова скажу на анимешном языке и запущу персону. Какие-нибудь максимально неадекватные слова на японском, точнее на анимешном языке. Да ты бою, типа. Тогда все JRPG сенсу мне. Ну вот, как бы... Поздравляю.
Не, ну я это говорю не как хейтер JRPG, а как человек, который вообще в принципе играл эти JRPG. Так что вы не подумайте. Охуенно просто. Балдею. Шаг вперед, и все, ты труп. Выжить было невозможно. Это просто фатально. Один выстрел, и я труп. Огнемет хули. Блин, какой же пиздец, просто реально. Казалось бы, сохранение еще не в таком вот уебанском месте стоит, а вполне себе нормально. Спасибо, игра, за то, что поднасрала. Но в то же время, как бы, ну я хз, не знаю. Якудза 7 и 8 тот же RPG, теперь они прям топовые, уверен, тебе бы понравилось очень. Но я с интересом иногда поглядываю на Якудзу, да. Там есть довольно-таки интересный момент. Ну, просто сам сеттинг у игры прикольный довольно-таки. Типа ты чел, который занимается всякой херней, всякие активности и тому прочее. Довольно весело, типа, ну, в современном мире и тому прочее. Да и люблю я посматривать иногда на эти криминальные фильмы с якудзой и тому прочее. Беспредел от Такеши Китано все посмотрел. И корейские фильмы тоже про криминальный город и там прочее тоже люблю посматривать. Так что да. Так что я думаю, что вайб я бы полюбил в этой игре. Кайфанул бы прям жестко. Это что, была попытка напугать меня? Но это было внезапно. Я присел. В смысле? Тебя вдруг арестовали? Или ты до этого стоял? Непонятно. Посрал. Ну тогда поздравляю. Кстати, я воровство ни разу не юзал на нее. 5 осколков стекла. Вот такой лук. Ау! Шлепнули, ничего себе. Надо отменить этого Танаку. Шлепает девушек еще. Капец он. Домогатель.
пули. Кусок ткани. А хотя, в принципе... Блин, как тюлень этот мемный. Помните его? Жду запчасти ПК сезона. Я помню, что-то ты сделал с ПК. Что там пипец какой-то случился. Зубчики от процессора, по-моему, наебнул. Да. Это жестко. Блять, не успел, пизда. 2 раза прожал. Мать, иголки подогнул. Да, вот это вот пиздец, конечно. Я знаю это чувство. Я, по-моему, тебе тогда сказал, что это, бля, лютый пиздец. Представляю себе чувство обиды и унижения, которое ты испытал. Так, только... вы голодные, ребята, что ли? Так я вас накормлю. Как бы накормила ваши мамы. Все, пошли. Let's go. Да нормально. Зато вышел, погулял, траву потрогал. Или снег-то. Зашибись. Как говорится, мама бы гордилась. Это да. Если бы моя мать узнала о том, что я, типа, например, месяц не играл бы комп, она бы сказала, нихуя себе, реально, типа. Она вот прям реально так и сказала бы. Она никогда меня не матерится и там прочее, но она бы сматерилась бы и сказала, типа, нихуя себе. Чё, реально? Не пиздишь? Четыре месяца, ебать. Да. Это серьезно. А ты можешь месяц не играть? В легкую вообще. Мне настолько преисполнился на самом деле, что я могу это сделать.
Вот месяц, я думаю, ну, выдержал бы точно. Зато Зато... Зато везде и всюду поспеваешь, типа, да? Вот что ты хотел сказать, наверное. Или даже я бы перефразировал это как: хорошо одно, то что я везде и всюду успеваю, ну, успеваю, типа. Вот так. Все. Можешь не благодарить. Так. Не, другое. Интересно, что же? Что же ты имел в виду за своим загадочным месседжем? И пиздец, братан. Нет, хотел сказать, что буду играть игры, которые пропустил. Блин, все еще не знаю, думаю о том, что я смогу выбраться отсюда. Хотя, с одной стороны, мне, конечно, напрямую сказали, что все, пизда тебе. Но я не теряю надежды. Блядь! Ты что такой страшный, ай? Блин. Давай попробуем руку отсечь с щитом. Ой-ой-ой-ой, это было страшно. У меня вроде как, хотя руна стоит на защиту от того, чтобы мне руки отрубали там прочее, но все равно стрёмно. Ну же, ёбаный стыд, пожалуйста. Уберите щит. Спасибо огромное. Да, это нормально. Ты даже не представляешь, на самом деле, вот те люди, которые жалуются на то, что у них слабые компы, на самом деле, ну, хотя бы 2013 года и так далее, да? На самом деле, типа, не то чтобы я хотел сказать, что вам не сказано повезло, но игр просто очень много. То есть до 2013 года ты думаешь, типа, вышел всего лишь там 10 игр или там прочее, грубо говоря. Ну, то есть, в твоих познаниях, возможно, так. Но по факту десятки тысяч, так сказать, или тысячи хотя бы. Ну, реально, очень много достойных игр. Безумно много. Те же игры, которые в легкую запустятся на эмуляторе PlayStation 1 или 2, супер хороши. Ты даже не представляешь, насколько объемный и прекрасный этот мир, так сказать, в виде игр. Это просто ебал-дремал. А тут как бы и назревает вопрос, а почему ты сам в эти игры не играешь? Да потому что как бы хотелки свои у меня тоже есть.
Тот же марафон GTA, который я давненько хотел запустить. Заказы от игр, которые вот иногда поступают. Да и вот ребята на full энтузиазме просто реально мне открывают семейный доступ и делятся своими играми. Спасибо большое еще раз за Ятроку за это. У него там просто охуенные игры. Огромная библиотека игр. И как бы, да, черт побери, надо играть и пробовать. И зачастую эти игры очень хороши. Но я же проходил Lies of P на этом динозавре. И это круто. И это круто. Старичок способен еще на многое. Я представляю, какие чувства ты будешь испытывать, когда обновишь свой комп полностью. Даже когда вот придется... Ну, это остро ощущается, когда ты меняешь корпус своего компьютера. Когда ты практически заменяешь свой старый комп на новый. Это интересные чувства, которые я, например, испытал, когда я вот менял свой. Так сказать, моя боевая подруга все еще сидит. У меня вот под столом. Ждет своего часа, когда ей снова... Когда снова потребуется ее мощностя, так сказать. Дети мои в нее будут играть, скорее всего. Жаль, что игра типа Dark Souls вторая не тянет. Второй Dark Souls не тянет 2013 года комп. Странно. Если он Lies of P не потянул, то почему он не может потянуть? Это странно, это странно. Отдельный резервный генератор для системы шлюзов, ведущих к камерам логики. Нет? Другое имел в виду. Ты же играл. Не понял. What the fuck? Это за хуйня там лежит вообще? Да я на него уже 2 выстрела потратил. Не, давай-ка я с мясорубкой к тебе подойду потом. Ты там, главное, терпи, жди меня. Вы находите телеэлектроскоп и логику среди бумаг. Ну-ка, вот это интересное чтиво, наверное. Телеэлектроскоп и логика. Электроскоп — взаимосвязанная компьютеризированная система, которая документирует вашу жизнь и извлекает информацию из нашего сознания. Данные извлекаются из банков каждого человека по всей человеческой системе. Логика работает как центр телеэлектроскопа. Стержень в этом мире, откуда берутся и куда уходят все наши знания и вдохновения. Хранилище данных, которое обладает всеми знаниями и предоставляет людям указанную информацию по мере их необходимости. Будущее телеэлектроскопа. Люди становятся одержимыми этими фальшивыми друзьями, которые существуют в стенах. В конечном счете люди начнут избегать личных контактов, предпочитая взаимодействовать друг с другом с помощью машинных технологий. Да-да, мы. Узнали? Мессенджеры там, социальные сети, это все. Люди скорее останутся в мире, созданном нашим общим сознанием. Логика спроектирована таким образом, чтобы
Каждый отдельный человек в системе будет влиять на окружающий мир. Таким образом создается общий рай, общий консенсус. Понял. Согласны? Узнали? Да. О май гад. О май гад. Все. Кому-то пиздец наступит прямо сейчас. Наступит. Так, подожди, я, кстати, забыл поставить кольцо, амулет, наручи. Ну, голову волшебника давай еще поставлю себе. Маньякич. Узнал. Согласен. Это причудливое существо борется просто за то, чтобы жить. Его дыхание кажется тяжелым. Человеческая часть этого существа кажется мертвой, только похожей на ворону. Нарост на его спине все еще жива и брыкается. Если вы не будете достаточно осторожны, он может вас укусить. Типа мне похуй на него или... Ну ладно, давай, бывай. Ой, кому-то пиздец. А у меня в руках, грубо говоря, практически бензопила, блядь. Представьте себе его ебало, на самом деле, в том плане, что бежит он такой на меня, думая, что сейчас я тебя разъебу, мразь. И когда я в него из пистолета стрелял, и вдруг резко меня пистолет на бензопилу, когда он подошел близко. Но Майнкрафт устанавливает. Ну ёб твою мать, ну почему так все сложно с тобой? Так, ладно. Подключи мышку. Да, мышку. Мышка. Да, мышка. Блин, все-таки мясорубка это вещь. Реально жесткая штука. Она еще и кровотечение типа накладывает, и из-за этого, ну, нереальное охеревание происходит у этих челиков.
На халяву или цуху. Нормально. Блин, как же мы его страшно уничтожили. А? Алхан, заряди, а он выключился. Так. 303 патрона. Так, что мне разъебало? А, меня живой танк разъебал. Ну да. Ой. Блин, удивительно, что он по мне не стреляет или типа того. Он такой типа: я тебя забью до смерти своим винтовкой. Танк с ебучими монетами. Да вообще... Блин, да, я вспомнил, это, сука, пиздец лютый был, вообще охуеть. Как так-то вообще? Не, токарь красава, на ему насрать вообще. Ладно, руку отпилим. Когда разгнал комп и уже пух. Да. Блин, что? Ретрит, убегаем. Это дверь, невозможно победить дверь. Помнится, на меня тут никто не нападал. Да, только лишь эта тварь. Не, вообще давайте сразу вот так вот сделаем. Быструю стойку поставим. Воровство. Не будем тянуть. Ну конечно. Тупец, это заняло у тебя достаточно много времени. О, ты не понимаешь, что я делаю.
Так, предметы. Блин, на самом деле даже интересно стало, что будет, если я кину в подрядчик таблетки в токаря. Будет ли он так же хорош? Распилил чертовку, да. Косарь! Ёб твою мать. Давай решку. С преимуществом. Нет, игра пошла нахуй. Пошла нахуй просто, блядь. Привет, Мизик. Не, ну видели, какая это ебаная игра? Насколько она ебаная, вот просто по шкале от 0 до 10, блядь. Просто все 11 нахуй. Как это, блядь? Я 2 монетки кидаю нахуй. Какая ебала, блядь. Просто... Причем это каждый раз на этом боссе происходит. Имеет ли смысл вообще кидать-то эту ебаную... Тяжело. Тяжело. Просто скажу, тяжело. Тяжело. Это просто полная хуйня. Просто ебать. Как же... Сука! Невозможно это просто. Не то чтобы в плане это тяжело или сложно, типа как в геймплейном плане. Это просто ебано в плане того, что тебя игра несправедливо ебет. Вот это вот, блядь, дохуя несправедливо, блядь, я считаю. Нихуя себе, блядь. Как монета устроена, типа одна выпадается, типа... решкой, то вторая должна обязательно выпасть решкой на этом же боссе. Это уже, сука, это система. Это система. Это система. Это уже 3-й раз так подкидывается. 3-й, сука, раз выпадает то, что я выбрал, но наоборот. То есть я выбираю решку с преимуществом, выпадает ровно, блядь, 2 орла. Ровно, блядь, 2 орла. Выбираю орла, выпадает ровно, блядь, 2 решки. Ну вот, блядь, просто подкидывание, блядь, монетки, нахуй. Ну, это же нереально. Может, его застанет трубой или броском гаечного ключа? Да, бля, прикинь. Мне еще повезло в натуре то, что он сначала промахнулся, хоть я и проебался. Это было, бля, просто, ну и пиздец какой-то. Не, ну это просто... Господи, я реально устаю от этой игры. Пизда какая-то просто лютая. Какая, блядь, несправедливая хуйня. Я даже уверен в том, что этот хуев танк стоит перед тем... Вот именно вот перед концом игры. Это вот буквально конец игры. Но это хуебес, блядь, ебаный нахуй стоит именно вот перед тем... Не знаю, что там. Возможно, там еще более несправедливый босс будет впереди, но... Это хуемразь стоит там, блядь. Это пизда, блядь, пизда. Причем подкидывание монетки на просто... уничтожение тебя в любом случае. Потому что 200 хп, 200 урона нет ни у кого. Как бы я ни поднимал свой этот, как называется, как бы я ни поднимал свою защиту физическую, это меня не спасет. Это не спасет. Просто тут нет такой типа темы, как, ну, вот режущие, колющие, может быть огонь, ну не знаю. Дробящие, там еще может быть. Но во всем остальном это все-таки вот такие вот только защиты есть.
То есть защита там какая может быть-то вообще? Невозможно от него защититься. То есть реально там потом финальный будет? Ебать. Как же не хватает сохранения там, пиздец. Была бы книга просветления. Был бы этот ебаный Pocket Cat, блять. Если бы я знал, что игра настолько будет уебанская из этой ебаной, блять, локализации, которые ебнули какие-то уебанские фанаты, нахуй. Пизда вообще. Я бы ни в жизни его не поставил никогда, блин. Пиздец. Это убер хуйня. Я даже, знаете, что готов сделать? Я готов сделать видео о том, что не ставьте русификатор именно от этого хуя. То есть это полная хуйня. Ваша игра сломается на корню просто. Чисто сломается. Этот долбоеб, типа, там, изменил код игры, помимо того, что заводил там какую-то локализацию, перевод. То есть долбоеб реально взял и подумал, что он может изменить игру и что-то там, типа, сделать получше, видимо. Нахуя он полез в код игры? Вот этого я не понимаю. Ладно, просто, блядь, перевод сделал, блядь. Спасибо ему большое, нахуй. Но, сука, код игры зачем менять? Долбоебина ебаная. Пиздец, блядь. Я не понимаю, нахуй. Какой же конченый человек просто. Но я просто по-другому объяснить это не могу. Почему игра тогда сломалась после его вот этого вот перевода, блин? Подари ему гнилой виноград. Да я бы ему швырнул этот гнилой виноград, ебало. Пиздец, блин. Сейчас происходит именно то, что я уперся в такую тему, то, что меня игра дальше, грубо говоря, не то чтобы не пускает, но просто игра дальше меня сильно попускает из-за того, что этот долбоеб испортил игру. По факту, несколько фактов о том, что мне испортил игру. Скрипты сломаны, я больше не имею дополнительных напарников. Скрипты сломаны, и я не могу торговать с Pocket Cat'ом, который мог бы мне закинуть куда больше всяких разных приколдесов. У меня есть головы участников фестиваля, типа играбельные персонажи, типа такие как Марина. Но эти головы, получается, просто идут нахуй и тратятся на камни души, и все, пиздец. И этот долбоеб испортил мне скрипты, и там много чего поменялось, короче. Пизда полная просто. Да это не связано никак вообще, Михаил, блин. При чем тут Dragon Dogma 2? Ой, блин, какая же хуета, блядь. Ты так говоришь, как будто бы создатель этой игры меня пустил, блин, в Dragon Dogma 2. Это все благодаря Ятроку. Это совершенно другой человек. Фиксик, блядь. Это фиксик, пиздец, реально. Нахуя он полез в код игры? Нахуя? Я не понимаю. Меняй текст, меняй текстуры, вся хуйня. Но зачем? Код игры ты меняешь. Он максимально настолько там... Я уверен, пока он типа делал из себя якобы разработчика, он это сделал настолько давно, когда типа там делал перевод, что положил хуй на исправление этого. Что случилось? Да переводчик долбоеб конченый. Переводчик хуебес и хуесос. Он полез в код игры и поменял все настолько сильно, что пиздец полный. Накодил что-то? Да, безумно накодил. Игра неиграбельная, сложная, стала невозможно. То есть он скрипты испортил. Некоторые персонажи должны были появиться в тех или иных местах, но я их по мере прохождения не видел вообще. Во-вторых, из-за этого я потерял одного торговца. Во-вторых, потерял кучу напарников полезных, которые могли бы полноценно, сильно жестко драться, как вот эти двое. То есть игра бы стала бы нам намного легче.
Ой, короче, я немного заебался. Ща, подойду. Воды себе налью.
Ой. Принес себе плов с острым соусом. Буду заедать стресс. Ай, пиздец острый. М. Стрессуем. У меня опять уже чат не прокручивался. Устанавливай игру твою. Это чупи? М? Это чупа? М.
Сёмбу. Сёмбу. Свинка, да? Не сёмби. На. Установится. Играй. Майнкрафт устанавливается. Гуляш плюс? Да, да. А звучит прикольно. Гуляш плюс. Подписывайтесь, будет сытно. Что-то в этом вроде, знаешь. Слишком руб. Гуляш плюс музыка. Даже я бы подписался. Ха-ха, изи. Ну, честно сказать, надо бежать. Знаете куда? На выход. Знаете зачем? А чтобы, блять, каждый раз не повторять всю эту ебалу, я сохранюсь. Церкви. Проще будет бежать оттуда, чем делать все это снова. Как вам идея? Мне до этого было лень, но сейчас я уже вижу в этом огромный, сука, смысл. Просто безумно большой смысл. Причем лут довольно-таки неплохой. Классно. Так, как там было? Ага, все правильно. Мы просто бежим сюда.
Туда же так. Я наверх не поднимался еще. Кстати. А что меня ждет наверху? Сейчас подойду. Сын зовет. Сын играет в Майнкрафт. Все хорошо. Этот трай победный. Благословляю всех нас на удачу в течение всего этого охуенного года, которое, надеюсь, будет охуенным впереди. Благослови нас, Херобрин. Блин, там случайно этот мистер Пенис не ходит? Пенис мюзиком своим. Нету мистера Пениса. Отлично. Тогда тупо лутаемся. Закрываем обратно. О, какой же балдеж. Прям, да, это супер хорошая идея была вот так вот сделать сейчас. Просто потому что вот сохранение вот оно. Нам просто нужно будет пробежаться до туда и все, по сути. Ну разве что иногда, ну там сразиться в бункере самом. И все, по сути. Все. Let's go. Let's go, bitches. Let's go. —
Ща победная будет, я вам говорю. Победная. И самое, что прикольное, я застраховал свою жопу от подгорания буквально. Потому что я просто беру, загружаю с того сохранения и пробегаю вот так вот и все. Это чисто пробежка. Пробежка. Разве можно беситься от пробежки? Не думаю, нет. Страховую компанию съездил. Да буквально так, да. Страховая компания страха и голода. Вы боитесь и вы голодаете? Тогда идите к нам. Мы вас застрахуем от страха и голода. Страх и сытость. Не, скорее храбрость и сытость. Опа! Ну, это прям оно. Это оно. Это просто оно. Просто сходу вот так вот с самого начала мне додают мясорубку. Они чисто такие, блин. Все. Ебашь. Делай по красоте. Бункер белый. Бункер черный. Да хотя на самом деле, блядь, вообще, зачем я сюда иду? Зачем мне этот огнеметчик нужен? Ну, в натуре. А есть ли смысл лутаться, если после танка 1-2 босса осталось, один из них никчемный? Не знаю даже. Ну вот именно, я вдруг подумал. А лутаться-то смысла нет, просто бежим туда и все. Но просто есть смысл лутаться в том плане, что мы можем получить возможность сделать себе охуенный этот самый расходник. Коричневый эликсир, или как он там назывался. Вот, бодрящие таблетки. Во-во-во. Вот ради этого. Так. А, хотя они... Блин. Да, так-то дерьмо. Светло-голубой флакон там не понадобится для хилок. Вообще-то. Тогда бодрящие таблетки так буду юзать. Чисто попьем их. Блять, погоди. Солдат. Одумайся. Я всего лишь маленький человек в этом большом мире. И ты сделал большую ошибку, когда остановился, потому что я нихуя не маленький. Так, да. Это меня,
Это не меня с вами заперли. Это вас заперли со мной. Демон, блядь. Пиздец он. Демонюга, конечно. Блин, я амулет одеть забыл. Так. На маньякич. Сделаем все в лучшем виде. Если потребуется, даже на маньякич. Так. Даже так. Так. Let's go, let's go, let's go. Окей, let's go. Рожби, рожби, рожби. Мудила. Бежать, плюс. Лишаться конечности. Все, молодец. Ой, кому-то нехорошо. Так, подождите. Ага, амулет, оказывается, есть. Просто меня удивил тот момент, что я Британии нанес. Решка. Нихуй. Но, впрочем, поебать. Так. А, подожди. А как так? Ну, это да. Но это как будто бы и случилось в этой игре. Мне вот интересно, вот тут горит свет, а вдруг есть какой-нибудь блядский призрак? Нет, ну ладно. Кто-то расстроен? Да-да. И сейчас мы делаем все то же самое. Немного вышло не по плану.
Не знал, что в Fear and Hunger есть отсылка на Helldivers 2. Привет, клон. Здорово. Здравствуй, здравствуй. Рад видеть. Ой. Хорошо. Рад за тебя. Звучит реально охуенно. У нас такими развлечениями промышляет Гудзо. И все, по-моему. В смысле? Да. Он знает в этом толк. Разъебался просто. Я отрубился на дончасе. Блинчики разъебывают. Нет, замечательно. Блинчики поесть. Что, просто блинчики или там со сгущеночкой или с каким-то приколом типа таким? Ну-ка расскажи. Чем там, что кого вообще? Блинчики с приколом, да. Ой, подписку Гуляш Плюс, да. Гуляш Плюс. Блин, меня парит этот чел. Как дела вообще? Ну ладно. Курицей и творожным сыром, плюс чуть томатов, еба. Хуя ты жестко сделал. Не, ну я ждал чего попроще, а тут прям по-королевски. Хорошо прям. Ничего себе. А я плов поел сегодня. Плов. Утром кушал борщ. Ну тоже так неплохо, но... Вот с твоим блюдом это, конечно, не сравнится. Это прям хорошо. Блять. А я воды попил. Воды попил? О! Ебать! А я из Африки нахуй! С приколом или так? Ну, скорее всего, без прикола, мне кажется. Ну, вода без прикола тоже окей. Тоже окей. Таран. Слава тебе, блять, нахуй, господи, блин. Не, вот просто самый тебе низкий большой поклон, что не стал стрелять меня. Мне, бля, походу, крупно повезло сейчас.
Умри, пожалуйста. Ну серьезно. Нет. Ой, нет. Ох. Давайте вы сами выберете, ребята, я ебал в рот. Может, с вами повезет. Решка. Хорошо. Решка. Shift орел. Орел. Не, я пойму, шифтану. Похуй вообще. Тоже орел, да? Пизда. Ну... Вау, не могу поверить в это, но, блядь, удалось. Удалось. Бывает же, бывает. А советуют прожать F5, полагаю, не актуально. А что такое F5? Flower Yellow, привет. За такие советы я бы в банке отправил нахуй чисто, но нет. Нормально. Так, трудно сказать, где заканчивается латексный костюм и начинается солдат, но облегающий костюм действительно выдает мускулистое телосложение этого человека. В ее пропорциях есть что-то немного странное, но она определенно является одним из наиболее нормальных врагов, с которыми вы сталкивались. Неуклюжая тварь теперь мертва. Неуклюжая тварь теперь мертва. Про кого бы можно было бы так сказать в реальной жизни, ребята? Конечно же, не про кого. Мы же все друг друга любим. Мир во всем мире. Так. Так. Финал близок. Да, походу, это да. Бабочки. Тьма окружает вас со всех сторон. Точка, 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 точка. У вас болит голова. Вам как? Наконец. Final. Климакс. У кого-то наконец-то месячные наступили. Что это значит климакс, типа? Кайзер. Ты опоздал, знаешь ли? Если ты здесь, чтобы засвидетельствовать рождение новой эры, рождение нового бога, логика, бог-машина, запущена. А, это Кайзер, бог-машина? С самого зарождения человечества мы стремились к могуществу, которое соперничало бы с теми самыми богами, которым мы поклонялись. Всегда были короли и султаны, которые без конца стремились к этой силе. Даже я в какой-то момент попал в эту ловушку. Это всего лишь нескончаемый цикл, который только подпитывает сам себя, но ведет в никуда. Если мы гонимся за этой силой, мы всегда смотрим на общую картину со стороны. Мы не можем видеть лес из-за деревьев. Вместо этого нам нужно было породить что-то новое. Это время наконец пришло. Истинное единство человечества находится перед нами. Истинный Бог, рожденный от человечества, а не от старого мира. Бог, который рождается не из заимствованных сил, а из нашей собственной силы. Это тот момент времени, к которому стремилось все наше существование. Мы сами создали эту судьбу своими собственными руками. Теперь, как совместное сознание, мы возносимся. Однако дыхание бога-машины все еще слабо. В ее нынешнем хрупком состоянии я не могу допустить тебя близко. Так что приготовься.
Было сразу ясно, что он гей. Так, гондонское животное. Звездочка. Ау. Какой? Хорошо. Смотри. Токарь хорош. Токарь, он тоже потерял ногу? Серьезно? Типа, а кто еще потерял вместе с ним? Шепот любви. Но шепчи себе сколько хочешь, но тебе пиздец. ГК, здорово. Ратвиль, здравствуй. Ебать, я его разъебал. Жестко это было сейчас. Не, ну видели? Узнали? Да уж, это было мощно. Так. Белое чрево логики. Уф. Так, надо бы... Надо бы подготовиться к этому дерьму. Причем максимально серьезно. Я не могу так сделать. Бля, как бы не умереть от этой срани. Перед вами возвышается монолит. Ебать, я рад за это. Чисто кайф, да. Два себе. Ебать, помуха. Стойте, 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 стойте. Так, хилимся.
На что я рассчитывал, хуй знает. Выжженная земля. Господи. Нормально. Еби эту мразь. Нормально, 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 нормально. Хорошо. Пиздец, пиздец, пиздец. Нет, 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 нет. No, 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 no. Ногой. Давай, давай, блядь, ты сможешь. Давай. Давай, дерьмо. Так. Сдохни, пожалуйста. Блин, это дерьмо все еще живо, блин, как? Лишь бы повезло. Так.
Все. Единое сознание, лишь аватар для потока мыслей. Нихуя себе, может, спасибо за 2500. Следует за мной в землю обетованную. Спасибо за игру. Все. Челлендж выполнен. Да. Жестко. Искусственная зелень. Тепло окружает ваше тело. Такое чувство, что вы плывете в небытии. Сочувствие и надежда наполняет вас изнутри. Вы и так через многое прошли, теперь вы можете отдохнуть. Просто закройте глаза и позвольте теплым волнам омыть вас. Чей челлендж был? Моша. Вот 2500 закинул уже сейчас. Большое спасибо за 2500. Вот так вот. Мош. Он в чате здесь. Ты его не видишь? У меня ржак. Ты умер, да? Мы в курсе. Нифига себе, я хожу. Что это? Че это за дерьмо? Концовка бог машина. Ну, это то, что говорилось в документе. Только одному удалось пережить все эти ужасы. Это август? Урай Мотыльков теперь доступен в Хексе. Это реально август только в живых остался? Жесть. Везучий сукин сын, я бы сказал. Не, ну, да, вот он реально хорош был. Помогал нам жестко. Че вы там на ютубе сидите, гоу на Twitch? Да. Да, ребят, круто. Ну, разбирайся с ними. Надо кидать заяву и там прочее. Вот то же самое, что пишет. Что за сюжет вкратце урывками смотрел, если он есть? Есть, конечно. Я тебе объясню. В общем, тут этот поезд неспроста. 14 людей приезжают на поезде в этот самый город. И они останавливаются не в самом городе, а перед ним. Соответственно, народ начинает беспокоиться и думать, типа, что за бред, там, прочее. И среди этих самых пассажиров тот самый твой, ну, персонаж. Играбельных персонажей тут 8. И все будет начинаться по-разному. Ну, как бы относительно по-разному, в плане, там, может быть, диалогов и тому прочего. По крайней мере, всякую разную инфу ты узнаешь разную, если выберешь того или иного персонажа. Короче, прикол в чем? Все едут на поезде и засыпают, все буквально в поезде, 14 человек, и видят все один и тот же сон, в котором некие перкели вместе с богом, похожий на Луну, как его там звали, Релих или Хер, короче, и тот перкеля, чел, говорит о том, что фестиваль термины начался, и у вас осталось 3 дня, чтобы
сделать всякое. Но как бы понимание приходит того такое, то что объявляется просто королевская архер. Объявляется королевская битва, в котором все должны, вот эти 14 человек, друг друга заебашить, и последний оставшийся живых должен прийти просто к этой самой полой башне, где этот Перкель стоит с этим богом, и сразиться с ними. Или что-то в этом роде, наверное, не знаю, что там получится, хз. Но мы сделали по-другому. Мы по ходу прохождения в одном из бункеров увидели какой-то кабель, и там было сказано, что другие кабели тоже нужно подключить, там прочее. И мы начали искать эти самые кабели. И вдруг стало понятно, что все эти кабели ведут к какой-то логике и там прочее, и ради подключения этой самой херни была даже сформирована какая-то типа партизанская команда, которая работала по этой теме. Ну, в общем, мы продолжили их дело, включили все кабеля, пошли в этот самый конечный бункер, и в самом бункере активировали этот самый... Точнее, мы вошли в бункер, и... Не знаю, что случилось. Ну, вроде как мы убили логику, но в то же время она такая, типа... Все, короче... Иди сюда, отдыхай. Ты с нами, типа. Вкратце, группа людей оказывается в поезде, который приехал в город. Город вовсю устраивает праздник, который по факту королевская битва. Если в двух словах, чудики славят бога, которого там даже нет. Ну, там атмосферная игра, да. Ну, в мире игры стать богом, стрельнуть себе в хуй, лучше туда вообще не лезть. Да. На RPG Maker М5. Пипец. Жестко, да? Спасибо вам за игру, но... А вам спасибо за игру, товарищ разработчик. И идите нахуй переводчики этой игры, которые вот испортили мне игру просто. Да. Такая вот игра. Такая вот игра. Я уж реально, если честно, не верил, не думал, что действительно пройду Фирсенхангер термину, но черт побери, удалось. Черт побери, удалось. Да. Чё, Мош, как тебе понравилось вообще в общем? Надеюсь, еще не ушел. Я прошел на хорошую концовку или это полное дерьмо? Не, ну как бы я понимаю, что немного обосрался, видимо, с выжившими и пожадничал в плане получения всяких разных навыков, но в общем и в целом-то как будто бы not bad, или все-таки полный пиздец я сотворил. Да, понравилось, каждый выпуск сидел. Да, это, кстати, супер удивительно. Не, норм играл. Спасибо. Да, я включаю, Трок, успокойся. Переводчик решил залезть в код игры и сломал игру. Да, там скрипты все поломались, там прочее, было сложно. Ладно, если не подбрасывание монетки, то я лишился, по крайней мере, одного торговца, плюс лишился потенциальных двух играбельных персонажей, которые могли бы вступить в мою команду. И это полный пиздец. Это очень сильно усложнило игру. То есть игра бы могла пройтись намного раньше, если бы не это.
Загрузить последнее сохранение. Осмотритесь, Мелби. Узнали? Согласен. Ну, типа я, да. That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Кстати, сохранение очень хорошо поставил меня. Вчера произошла какая-то ошибка, и игра зависла. Как раз таки после всего этого замеса. Да. Но сейчас я сделаю все по красоте. С этим сраным драконом. Сейчас просто тупо залезу ему на голову и трахну его туда. Прям его рожу. Прям его лоб. Видите вот эту дырку его на лбу? Туда поместить лишь мой хуй. Еба. Воткнул ему нормально вроде. Пиздуй. До хрустящей корочки. Как я выгляжу от 0 до 10. Не, они завтра приедут. Я, кстати, начинаю понимать этот момент, который сейчас происходит. Этот вот гондонский дракон, который вот сейчас он говорит на непонятном языке, он это вот пиздит тому королю из начала игры, где катсцена была. То же самое говорит вообще. В переводе на человеческий язык. С этого момента. Ты есть восставший, что накладывает соответствующие обязанности и долг. Да, так что очень вовремя ты, клоун, как бы зашел практически, увидел самое главное. Он замес. Только не спрашивай, в порядке ли я, блядь. Ты видишь, что я нихуя не в порядке. Слава богу, она не спросила. Прикиньте, спросил бы. Ты в порядке? Все хорошо? И игра снова зависла, что ли? А ты Ятрок игру не запускал сейчас?
Pain. Я не мог. Я ног не чувствую. У меня больше вопросов к пешкам во второй части. Ну, тогда тупо ждем, значит. Значит, дело не в том, что второй чел запустил игру. Нажми что-нибудь. На кнопку включения, например. Да я хз. Я даже таб зажимаю. Не, без стрима не пробовал тестить. Не, ну как бы Dragon's Dogma это, видимо, игра такая, где ты пиздишь одного и того же дракона в одной катсцене, и это весело, пиздец. Возможно, это так. Настройки снизить надо, походу. Ну, может быть, может быть. Оверлей выключи NVIDIA. А как? А, подожди. То есть я даже не full разрешение играл все это время? Это было разрешение... А, нет. Ну, допустим, давай попробуем... А, нет, эта хуета все равно появляется. А как это говно ебаное выключить-то? Какая ебаная хуйня, да, вот согласитесь, блин. Просто берет и, блядь, без твоего согласия запускается и рот того ебалать просто. Как выключить, хуй пойми. Тут нету типа кнопки выключить просто. Только подключиться. Ну вот это дерьмо. Оверлей, NVIDIA. Так, прикол-то в том, что я его выключил, NVIDIA Experience. Ну, видимо, тогда перезапущу игру. Ща, подожди. То есть вот так вот это все удобно сделано, да? Бля, пиздато вообще. Какая ебала. То есть я теперь еще и должен включить этот NVIDIA Experience. О, боже. Окей. Так, включил. Дальше. Настройки игры, приложения. Не то, не то. Внутриигровой оверлей. Так, вроде вырубил. Вроде вырубил. И... Я ничего не вижу, да.
Да я игру включал и включал, блин. Ты думаешь, я просто так, типа, я не понимаю. Ты думаешь, эти вот, блядь, ролики Капком и тому прочее появляются из-за моей прихоти? Типа, я YouTube включил? Или что? Так, ну давай графику занижать, хули, я не знаю. Трассировка лучей. Реально, тут есть трассировка лучей. То я не знал. Ну, давай так. Привет, Арсен. DLSS включить. Да меня реально заебала вот эта вот хуйня в игре, блять, вообще в принципе любой, когда ты, блять, просто не играешь, а ебешься с сраными настройками. Это пизда полная. Это пиздец, реально. По-другому не скажешь, нахуй. Это нихуя не весело, блять. Это мега хуета. DLSS поможет? Да с этим DLSS, блядь, пиздец. Картинка только портится. Вам как картинка вообще норм? Окей. Вы мне это лучше скажите, блядь, а не то, что просто, блядь... Просто выходит новая игра и просто такие типа, бля, подкрути настройки, вся хуйня. Блядь, окей картинка или нет, самое главное. Если окей картинка, то нахуя вообще трогать настройки игры? В принципе, типа. Узнали, согласны? Сглаживание поставь тогда. Да можно и так поставить. Все, нормально. Ныть о том, что мыльно не будете, надеюсь. Нормально? Покс. Ну, чел сказал выключить, я и выключил. И все. Просто игра, сука, зависает, блядь, понимаешь? Я любые действия готов предпринять, чтобы этого не повторилось снова. На, гандон, блядь.
Ну, давай пропустим просто. Может, это сыграет роль. Слава тебе, Господи, блядь. А нет, 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 пиздец. Она сейчас скажет, ты в порядке, я не в порядке. Я пропускаю. Господин, ты меня слышишь? Господин, приди в себя. Да слава тебе, Господи, игра продолжается. Наконец-то. Пиздец похож на тебя. Да, я максимально старался сделать похожим. Я уж подумал, сейчас зависнет. Не знаю, что зарешало, но... Здорово. Поебиться так. Да. Хвала небесам, как ты себя чувствуешь? Мы ведь уже второй раз встречаемся при похожих обстоятельствах, верно? Благодарю. О, не стоит меня благодарить, это меньше, чем я могу тебе отплатить. В конце концов, лишь благодаря твоей смелости я до сих пор жива. Не встань ты между мной и драконом. Не знаю, через какие страдания ты прошел от эти ужасные раны. Я не слышал, как бьется твое сердце, ты выжил лишь чудом. Видимо, я стал восставшим. Восставшим? Боюсь, я не понимаю, о чем идет речь. Может, это как-то связано с причиной, по которой тебя доставили в замок? Они говорили, что есть надежда излечить твои раны. Впрочем, боюсь, ты этого тоже не помнишь. Сидим, беседуем, так хорошо. Кто-то по способности восставший явился в эту деревню с пешкой. Ты что-нибудь знаешь об этом? Он пришел за тобой. Значит, наши пути уже расходятся. Надеюсь, когда-нибудь ты снова навестишь меня. Ну, хуй знает. Я до тех пор. Береги себя. Бывай, бывай. Восставший. Прекрасно. Похоже, именно ты мне и нужен. Судя по описанию моих солдат, хорошо, что я тебя нашел. Правитель Вермунда, что ныне восседает на столице, превратился в восставшего в этой самой деревне. Если же ты называешь себя и восставшим, то я вынужден доложить столицу. Прежде чем прибыть в эти края, я отправил соответствующее письмо, впрочем, сомневаюсь, что в данную проблему можно решить без твоего участия. Не проследуешь ли со мной в столицу, и если ты и впрямь оставший, то тебя примут со распростертыми объятиями? Погодите, блядь. Я только что сказал этой девушке, что я восставший. А как эти хуи узнали, что в этой деревне есть чел, который назвался восставшим? Значит, есть какой-то другой хуй, который сказал, что он восставший? Однако, прошу простить, я разослал своих солдат в попытке тебя отыскать. И без них я никуда не двинусь. Придется подождать, покуда они не вернутся сюда. Я вспомнил, что господин Ленард тоже заинтересовался твоей персоной. Возможно, сейчас лучший момент с ним поговорить? Последний раз я видел его с кружкой меда в гостинице. И у кого же могут быть нужны нам ответы? Может, попроходить и поспрашивать? А ты в стратегии играешь? Блин, вот, Арсен, я, блядь, не люблю стратегии. Жестко не люблю. Ну, в том плане, что не то чтобы жестко не люблю, но мне в них скучно, пиздец. Даже тот Oxygen Not Included меня вообще не по кайфу. Нет, я проходил стратежки. Проходил и много раз. На стриме даже. И вне стрима дохуя их тоже проходил. Ну, на стриме это как будто бы так себе. Не знаю. Ну, может понравится в какой-то момент, но не знаю, не знаю. Но вот эти вот менеджмент хуёвины меня вообще не радуют, если честно. Какая лестница? Какая лестница?
Так. Блин, он сказал про медовуху, мед. И мне прям захотелось пойти... Купить что-нибудь такое, знаете? Что сочетается с словом мед. Скоро здесь можно найти полезные ингредиенты. О, медная руда 5, ничего себе. Вроде как эта штука отвечает за улучшение оружия и снаряжения, но я пока еще ни разу не улучшал, не снаряжал. О, сундук. Да, не зря поднимался. Рифленый лук. Ну ладно, продадим. Доходное дело. Да, пули ломать. Ящики, это весело. И прибыльно. Наверное. Но не для тех, кто, конечно, создает эти ящики. Блин, я чуть не упал. Если нажмешь действовать, и пешка покажет тебе путь. Ну я понял, да. Это я еще в прошлый раз понял. И как только нажал действовать, она такая, типа, идем со мной. Такая, Даниэла это. Я знаю, где аккорд. Этот пехотинец, блин. Пошли. Такая. Сразу стала такая наедливая. О. Тип, раса, характер. Едрить. Да ты шо? Можешь уйти, пожалуйста, с... А есть гнилой виноград? Подгнивший приливник, подгнивший окунь. Ну... Ладно, жироотталкивающее средство. Просто не будь такой жирной. Давай иди. Дайте оценку. Нормально. Хотя этот от капкомов можно было бы и дать этот кал какой-нибудь. Осуждаю. Так, давайте. Мне нужен хилер. Вот, Эми. Женский человек. Невозмутимый хер. Давайте еще погуляем. Рика. 117. Человек добросердечный. Сиел. Кейл. Вот, в принципе, вот Вега за 0. Приятно познакомиться. Дикая роза. Уй, который никогда не заходил в игру, судя по всему. Или он только начал, непонятно. Он, в общем, такой, да. Так что... Хер с ним. Берем ее. Славная встреча, особенно если мы все сладкоежки. Задание пешек. Эти задачи, которые ваша основная пешка должна выполнять по ту сторону разлома. Вы ставите задачу и устанавливаете награду за ее успешное выполнение, которую получат оставшие, нанявшие вашу основную пешку. Задание для пешек — это уникальный шанс получить ценные предметы и жетоны пешек, а потом следите, чтобы ваши пешки нанимали как можно чаще. В качестве награды для восставших, нанимающих вашу основную пешку, вы можете предложить как определенные предметы, так и выплаты в золоте. Предметы будут изъяты из вашей поклажи, а золото списано из ваших накоплений. Вы также можете торговать с другими восставшими,
Установив поиск желаемых предметов в качестве цели. Лёль? Реально? Вот так? Уникальный обзор официальных фишек. Ты купил игру или серая схема? Купил. Не то чтобы купил, но... От Етрока. Под семейной этой подписки. Так сказать. Короче, в общем... Мне дали поиграть в эту игру. Особенные пешки, которые могут быть наняты в разделе официальной пешки меню камня разлома. Они отличаются от обычных пешек следующим образом. Их имена отображаются другим цветом. Пешки до 10 уровня включительно могут быть наняты без использования кристаллов разлома. Вы не можете менять их снаряжение, если не будет проявляться ежемесячным в совокупных рейтингах, и может быть... Кроме того, официальные пешки могут быть доступны для найма только в течение ограниченного времени. По семейным узам, да. Сказал семья, дам убрать. Да, так есть. Установить задание пешки. Вот. Хард, вот он. А где... Нет, вот Харта я найму. Все. Мы готовы ебать. Пошли. Ебать нас дохуя. Ладно, ну ладно. О, у тебя есть какое-то дело к аптекарю, господин? Глубоко сожалею, если помешала тебе. Так, Флора какая-то. Нет, господин, все в порядке, не стоит волноваться. Видишь ли, я учусь на аптекаре. Моя семья содержит небольшую лавку в Вернворте. Я слышал, что лекарство, которое можно найти лишь в этой деревне. Я решила достать его для нас. Веришь ли, я прошла сюда в одиночку. Но вот незадача, у меня не хватает золота на это лекарство. Стыдно возвращаться с пустыми руками, пройдя такой путь. Но какой у меня выбор? Так что ты хочешь? Ты не шутишь? Ты купишь мне лекарство? Почему бы и нет, но... Ты правда уверен, господин? Я буду так благодарен, кажется, удача все же мне улыбнулась. Я подожду тебя здесь, господин. И большое спасибо за твою доброту. Фруктовый пилюль? Так он не у меня есть, блядь. В смысле? Так, погоди, у меня же были фруктовые пилюли. Или я их продал? Приветствую, ищешь фруктовую пилюлю? Ну, maybe. Кольцо ликования, накопление. 6500. Дорого. Ну только это. Погоди, в смысле? Я же купил вроде. Оплате. Так, давай я тебе продам что-нибудь. Это что-то вообще. Так, рифленый лук. Продам, конечно. Я же не лучник, правильно? Так. Черт бы тебя драл.
Постойте. Что за хуйня? А, нет, все нормально. Погодите, а тот... Приказ. Do come again. We ought not tarry, but deliver what we have retrieved post haste. Да, Харт, успокойся, пиздец, она только Hello тут again, стоит. sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Ух ты, так, вот как они выглядят, чудесно, огромное спасибо, господин. Я ничего предложить взамен, но я обязательно расскажу дедушке, что ты для нас сделал. Держу пари, он захочет достойно вознаградить вас. 100 золотых, 500. Кольцо ликования. Блять, кольцо. Подожди, кольцо ликования. Кольцо ликования. А. Понимаю. О, плюс 100 хп? Реально? Но лучше дам няке. И надену на нее. На правую руку. Окей. По одному кольцу только на руку. Охереть можно. Это ты, Норберт? А, мои надежды были тщетны. Погоди, послушай, не будешь ли ты так милостив поискать моего брата? Этот отчаянный балбес сказал, что идет за травами прямиком в лес. Я аки в воду канул. Я сам его поискал, но... Опасны там места, понимаешь? Ну и как бы чудищ не боюсь, но на брата мне насрать, поэтому я прошу любого хуя поискать его. И вот как бы сходишь, может быть, я отсосу тебя. Принимаю. 1000 благодарности. Я обязательно проглочу твой кам. Шагай в лес, прямиком в деревню, к дереву с гнездом. Затем сверни, чтобы утес был справа от тебя. Нет, так не пойдет. В уме я могу себе представить наш путь, но ногами она виднее будет. А на карте вряд ли чего путно отмечу. Только помню, только мы с братом всегда ходили той тропой. Я так понимаю, вариант 15. Придется самому показать дорогу. Только быть начеку. С тех пор, как налетел дракон, лесные твари вдовень одичали. Но ты же приглядывалась за мной. Прикрывай мою жопу. Угу. Ладно. Ну, раз уж он готов нам отсосать, то... мы ему, конечно, поможем. Так, вроде бы... братские кии. Так ли это? Может, перед отъездом тебе стоит поговорить с господином Леонардом? Да погоди, я не отхожу. В целом нас встретит только женщина. И я не против. Ну, блять, так получилось. Я не выбирал, я чисто магов выбирал. Блин, звучит так, как будто я гаремник себе собираю реально. Ну, сказала, конечно. Такое впечатление, что все против меня. Все против меня. Все прям. Даже я. А мне говорили, что в команде только мужики. Да, вот такие дела. Повесточка. Или просто... Славно, местечко, давай сделаем тут небольшой привал. С братом частенько разбивали тут лагерь, вот он и заночевал здесь прежде, чем идти дальше. Остановимся и мы. Реально. Ты предлагаешь нам разбить здесь лагерь? Ну, как бы и не против, на самом деле.
На самом деле нормально. Кстати, вот да. И палатка стала получше. О, прикольно. Чё, давайте готовить. Подгнившая вырезка зверя. А мясо другое, да как будто бы. Удивительно, что пища делает тяжелыми твои веки, но не желудок. Хороший сон ключ к приятному приключению. Всё. Балдеж. Балдеж. Спать до утра. Погоди, а умений какие? Никаких. Ну что дальше? Идем, надо поспешить, а то братишке моему худо будет. Ну давай, блин, показывай, куда. Умный ты наш. Ясно, короче, все. Дальше я сам уже. О боги, забрались выше, чем хотелось бы. Постарайся не сорваться вниз. Беспечности здесь не место. Так, там мистер Гоблин. Пойти, что ли, купить себе убер-кваса. Есть прохождение страха и голода. Ядрить мы их разматываем. Да, это было жестко. Это было жестко. Подожди. Да ладно, тут настолько крутой склон. Ты не сказал бы. Ядрить ярко просто. I'll harvest what I can, should it please you. Зеленушка. А, я забыл, что я могу их просто вот так вот и пошел нахер, типа. Now that is a surprise. Follow me. We ought press on, lest aught befall my brother. Да не парься, все будет хорошо с твоим братом. Я не очкую. Я так 100 раз делал. Кстати, тут что-то не полутались. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. Ты чё, конч? Иди-ка сюда. И туда, блин.
Че, тоже хочешь туда? Да. Пожалуйста. Че он упал? Спотыкушка. A smashing success! Let us try for the same result with our next attack. Нихера тут много золота. So I picked it up. 1550 золота. Подгнивший шейк животного. Нормально, нормально. Погоди, а че так у меня прям жестко? А, отравился. Противоядие. Так, кольцо... А, я его не надел. Что ты будешь делать? Да что ты будешь делать? Или был одетый, но когда одевал ту херню, она у меня снялась. Угу. 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 Отравление. Ну, все уже хорошо. Никто не траванулся, все отлично. А, тут люди, точнее, гоблины спят. О, какой сундук. Пелерина из шкуры. А, тут чел спит? Я не понял. Я вообще не понял. Крепко же он спал. Сиропник. Так. Еще. А, большой лист какой-то. Опа. $60. Maybe it's nice, как говорится. О, еще один золотой жук. Так, золотого жука сразу жуем. Это очень полезная тема, которая повышает нашу максимальную переносимость. О, даже так. Нормально, я теперь прям статно выгляжу. Да где этот говнюк? Сука, вот ради него сейчас мне возвращаться или... Срать на него. Вроде бы двигается как-то. Вроде бы и нет. Стоит что-то. А, это те гоблины, которых я повыкидывал. Да, помню таких. Уже воняет все. Лежат точнее. Ну ёпта, пожалуйста, иди сюда. Да господи. Какой же... Наконец-то. Бежит. Так, а тут что происходит? Вылет как арена прямо. Ну, я сюда приду чуть позже. На обратном пути, пожалуй.
Пойдем просто туда, на точку. Найдем его брата уж наконец. Come to think of it, Если подумать, the private quarters мне of one of знавался the восставший в чьих личных покоях была уйма посетителей, но редко кто приходил дважды. Each to their own. Каждому свое. В смысле, чего, блядь? Это она намекает на то, что типа он шпёхался с... Или он был шлюхой. Типа... Can anyone hear me? Эй, меня кто-нибудь слышит? I need Помогите. help. А, я подумал, ты предводитель этих волков. Погоди, почему? Почему он стоит? Steel yourselves. Remain calm. Understood. This one's ours, and make no mistake. Нормально. I Я уж думал, все, конец мне. Да, ты едва живой был. Как ты себя чувствуешь? Думаю, я оправлюсь. Поправлюсь. Как бы ты за мной не пришел, я... Спасибо, Ян. Полно, Норберт, я твой брат, и должен был прийти пораньше. Но как по мне, как ты пришел аккурат вовремя. В любом случае, мне не терпится покинуть это место. Давайте мы вернемся в деревню, ладно? И чем раньше, тем лучше. Надо отнести целебные травы людям, а то помирают они без них. Тогда есть слова... Let's be off then. Тогда я слова против не скажу. Пойдем, что ли? Tis our duty to protect our charge from harm. Погоди, ёпта. Откуда ты такой выскочил вообще? Как There are будто бы из useful пещеры. ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Значит, он тут травы какие-то искал. Про гоблин. Ну, волки. Болк? Болк? Over so soon? Болк? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Мне насрать, я дурак, нахуй. Я залез на твое очко и трахну тебя. Prepare yourself! My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Жесть. Master, we ought to quit the field ere the options taken from us. When our curatives run out, we're done for. I'm not sure. This brute has quite the temper. Might we not use their rage to our advantage? It is easily done. It is imperative we look our afloat if I am saved. Thank you. А, почему? В смысле? Не понял. Он же не на меня упал, а в глаз. Ну, может, и в глаз надо.
Look there. I espy another statue. Let us make our way over to it while 'tis in our sights. A Cyclops! There! А, циклоп. No need of exploiting our enemy's weakness. Arling had the same spell and will overhaul our golden house of flies magic! Well done. It seems we have arranged our foe. A reckless opponent makes the easy prey. Aware of the techniques. Hold fast, Arisen! I shan't let you fall! Defend the Arisen. Йона, привет. Комар затыкал Огра. Ну, блин, ну, комар такой существенный, я бы сказал. Focus. A moment of indecision may spill out. Yes, of course. I see it now. Look out, Arisen. We're under attack. All together now. The attack is won. I shall lead the charge! It is the simplest strategy our foe knows to use. Knock its feet out from under. А, фак. It. Strike here, it recovers. I don't dare attempt such a feat alone. But together, I think we can manage it. Ебать ему хуёво просто. Ёб. 7 уровень. На месте. Live to tell the tale. Cannot ask for more than that. Кап волшебник ломотивный. Tide of battle was in our Безобразный favor. глаз. Бедный город за хлебом вышел, называется. Да, это серьезно было, Ну что ж, после такого можно и отдохнуть. Мясо пожарим, все дела. Шея животного. Да, это мясо намного меньше, чем то, что было пораньше. Мясо разное. Реально, это не бред, это реальность. We've eaten our fill. Это Say прикольно. we settle our stomachs with a few hours sleep. Indeed. Ай, какой графон. Ну да. Surely we've time for a Ну это прикольно. short kip ere we continue on our merry way. Не, ну игра огонь, конечно. Игра огонь. Так. Ну, давайте возвращаться. О, волки, спасибо вам за то, что вы есть. Опыт лишним не бывает, как говорится. Собаки дикие. Собака дикая. Да, что это? Alan Wake 2 графон тоже прикольно. Ну да, там хороший графон был.
А тут еще прикол в том, что это прям разработочка от Capcom, ихний There are useful движок. ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ну раз уж мы тут, конечно, давайте go. It is our first time here. Мы тут впервые. We do not yet know what to expect. Fear not, Arisen. А, I shall be как ready там to было? respond at the first sign of trouble. О. That's quite a large Ебать! boulder. We'll budge if we combine our strength. Anyone care to push? Ебите его, ребята. Да. Уровень 8. И даже 5 не дал таки. На этом семейство гоблинов разъебали, да, ребят? Жестко. The monsters left us a parting gift. I'll see it safely into my pack, don't you worry. Отлично. И люди из фарша. Надеюсь, не из медвежьего. An obstacle blocks our way. У меня даже кирка Perhaps есть. we might remove it by force. If a ranged attack is needed, you can count upon my aid. Might I be of assistance? А, да? Тайные тропы, ничего себе, спасибо пешкам. За то, что такую механику мне раскрыли. Прикол. Freshly rested as we are, this А я battle уже думал, won't be in our что favor. подземелье кончилось на Try этом. not to get hit, lest all that vim go to waste. Ебать. Да, медную руду мы, конечно, собираем прям хорошо. Шкуру чудовища. Ah, a material. Подгнившие Useful шеи things животного. these. Хорошо. I'm sure we'll find a Маг тут purpose всех for it ебет, in пока due time. добежишь. А если добегут до мага, то ебут мага, да? Брюки рудокопа. Интересно. Шляпа волшебника. О, окей, окей, окей. Not bad, not bad. А с его помощью можно улучшить снаряжение? Ничего себе. Не зря потел. Над этим огром. Что за хуйня? And I will heal you by magic. Забороли гондона просто. Одновременно оживить двух пешек. Класс. 350 золота. И яблоко. Ведут здоровый образ жизни, что тут можно сказать-то? Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Свою копию сделал. Да.
Да. Похоже, да? Я старался. Потратил на это целый час или два примерно. Погоди, а что за восклицательный знак вообще? О чем это говорит? Ну, как бы легенды знаков нет на карте. Не, ну хорошечно погуляли так. Огру убили, данж зачистили. Вообще балдеж. Я балдею. Урок рубаки. Если подумать, разные восставшие предпочитают разных пешек. Я как-то служил тому, кто предполагал зверолюдов, а предпочитал зверолюдов, которые стоит услышать. Да уж. Кури получается. Кури-любители. Так. Ну давайте, бегите сюда, козлы вонючие, ну серьезно. Боже, как же я не люблю сопроводительные миссии, это просто жесть. Это всегда так тяжко. Ну, какой-то хер. Ну, здорово. Сила моей внимательности и преданности. Я хочу быть на твоей стороне. Боюсь, сделать, что прикажешь, когда окажу поддержку. Доктор Бактерия. Восьмой уровень. Ебать. Да, этот чел, конечно, прям такой. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Вот, держи. Что? Фонарики выключаем. Как бы туда подняться, интересно. А, или я там был? А, ну я там был, да. Там сломанный этот камень есть. Точно вспомнил. Погоди, а сломанные камни, они что делают? Вот забытые камни разлома. Забытые камни разлома можно найти в самых разных уголках этого мира, если вы приклянитесь к такому. Подожди, это на следующий. Камень разлом будет восстановлен. Это позволит производить уникальных пешек, которые по своим... Ага. Так. И второе. Будет призвана пешка высокого уровня. Можно призвать лишь одну пешку высокого уровня, после чего камень разлома исчезнет. Если для найма такой пешки кристалла разлома не требуется. А, высокого уровня. А, получается, мне в прошлый раз повезло, и я такой, типа, нахуй она мне нужна, и отказался. Ну ладно. Все же среди нас нет двух одинаковых. Ну, блядь, я не выбирал, чтобы все были женщины. Че они так говорят, как будто бы я, типа, такой...
Ну, просто мне нужны были волшебники. И тем более, я думал, что одна женщина, она ушла. Всё. Я думал, что Веги нет, а Харт есть. И все. Ладно. Не буду усугублять ситуацию моими оправданиями. Пауль. Женщина, значит, она должна быть в моей команде. Игра довольно-таки хорошая. Отвлекся опять. Не, я тебе еще вчера говорил, игра охуенная. Пушка-бомба пока. Ну, вполне себе, да. По-другому не скажешь. Веселая, увлекательная. Скучной точно ее не назовешь. Чисто приключение, знаешь. Ну просто сеттинг, типа средневековья, фэнтези, там все в таком духе. Оно может быть не каждому весело. Наконец-то вернулся, тяжкое испытание нам выпало тяжкое. Ага, я прям с ног валюсь, но сперва отнесу эти травы, а после уже я отдохну. Скоро вернусь. Похвально, только посторожней там, ага. Интересуешься, чего я не пошел вместе с ним? Слушай, он сумел выжить в лесу, то и тут подавно не пропадет. Когда брат сказал, что пойдет за теми травами, я не пошел за ним. Думал, это слишком опасно. Весь зверье в последнее время странно ведет себя. Ведь я был прав, но все это могло не случиться, если бы я с ним пошел. Брат завсегда вылезал всякие дела. А я навсегда был подаль все. Да, я смотрел, сунув руки в карман. Но сегодняшнее заключение показали, надо идти токмо вперед, даже если не ведаешь, куда придешь, чтобы не жалеть ни о чем. Блин, знаете, что самое забавное в каждых этих миссиях, квестах? У каждого квеста и там прочее есть какая-то мораль. Я даже не шучу, они вот реально вот какую-то мораль толкают. В той миссии, квесте первым, сайд-квесте, который мы делали с этим, с новичком, солдатом, который с этим, как его там, с птеродактилями, или кто там, с кем он там дрался в лесу. Там, короче, он пришел к такому пониманию, что, типа, благодаря сегодняшним заключениям я понял, что нужно больше тренироваться и там прочее, и надо, короче, прилагать больше усилий и становиться лучше и там прочее и так далее. А тут этот чел типа говорит то, что, ну, надо идти вперед, даже если не ведаешь, куда придешь, чтобы потом не жалеть об этом, типа, ну как бы. Но я все не успокоюсь, ведь возьми я себя в руки раньше, смог бы уберечь брата от тех невзгод, ой, выпали его с долю. Ну уж нет, с этих самых пор я доверяю только своему сердцу, отныне ничто не остановит меня, уж коли я посчитаю, что поступаю верно. Вот такие дела. Вот такие дела. Жестко. Это реально прикольно. Вот так вот. Прикольно. Так, что бы ему продать? У меня еще денег так много. Восстанавливать здоровье за победу над врагами. Мне бы кольцо, которое восстанавливает вот ключ давай возьмем. Что-то интересное. Это чел явно не даст квест. Нет? Жизнь одно большое путешествие. Да, это точно.
Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Сбросить немного груза. Они про человека или про вещи говорят? Я не понимаю. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to... Well met, sir. How? Мне тяжело, да? Тяжело. Тяжело. Погоди, а что я такое ношу, что мне тяжело? Что-то я не пойму. Что такого у меня, что у меня так тяжело? Медная руда. Might I be of service? Do come again. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Gold is a resource best spent judiciously. Гостиница Тристана. Процечи, это ведь ты спас жизнь Ульрики, так ведь? Она мне все рассказала, весьма храбрый поступок. Я у тебя в долгу. Ульрики мне все равно не словно родная дочь. Вот возьми в качестве скромного знакомой благодарности. Но скажи, ты случайно еще не вступил в ряды гильдии? Наверняка тебе это известно, но вступив в гильдию, ты пройдешь особую подготовку, которая весьма пригодится при следовании избранному призванию. Что ж, это не дело. Дабы выбрать призвание, тебе надо лишь поговорить с хозяином гостиницы. Сходи и это отметить лишь пару мгновений. Если у тебя есть определенные пожелания относительно призвания, возможно, я могу дать тебе совет. Лучников. Безусловно, это призвание для тех, кто мечтает освоить лук. Невероятно полезное оружие дальнего боя, но ближние дистанциях лук становится не полезным. Окей. Умение метра. Это самый сильный навык, доступный для каждого призвания. Чтобы освоить его, потребуется особый свиток, который вы получите от метра призвания, впечатлив его своими достижениями. Однако истинный потенциал данного навыка способны раскрыть лишь те, кто достиг определенных высот в своем призвании. Чё, прям диплом, что ли? Приобрести навыки еще. Смена призвания, процедуры, позволяющие открыть новое призвание. Так, навыки. Ага. Ха. Блин, вот это крутая тема на самом деле.
Something? Always a pleasure. Не, погоди-ка. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Ну да. But enough about me. Did you Нормально. need something? Отдохнуть. Нет. Always a pleasure. Ну и все как будто бы So тут. this is where you've been. Вот ты где. Идем со мной ко входу в деревню. Старший страж границы ожидает тебя. Shall we seek some answers? Может, поищем ответы? Окей, нормально. Так, сохранимся. И на сегодня пока, думаю, закончим. Пораньше лягу спать. Ну а сегодня, между прочим, прошли игру. Так что это весьма неплохо. Весьма, я вам скажу, неплохо. Я бы даже хотел, знаете что? Завтра... Как вы смотрите на то, чтобы посмотреть аниме? Как вам насчет этого? Вечерочку. Аниме какую-нибудь глянуть. Ну как какое-нибудь? Есть конкретное аниме? Как там было? Реинкарнация безработного или что-то в этом роде, как-то так называется. Ну, вроде прикольное аниме. Да, довольно хорошее. Вот его глянуть было бы неплохо. Пару там серий там и так далее. А потом уже там продолжить какую-нибудь игру. Может быть, вот это вот поиграем. Вот это вот. Сложная игра про лазание наверх. И что еще было? Ну, потом, может быть, продолжим, да, этот марафон. GTA 4. А потом GTA 5. DLC пройти GTA 4, потом GTA 5 ворваться. Так вот. Да. Окей, ладно. Все. Всем спокойной ночи. Всех был рад видеть. Спасибо большое, Мош, за 2500 рублей. За то, что я выполнил
челлендж по прохождению игры Fear and Hunger Термина. Не знаю, насколько это была хорошая концовка, в плане, типа, истинная концовка или нет, но там была написана концовка А, что означает, скорее всего, что довольно-таки неплохо, наверное. Так что, возможно, таки было неплохо. Покажи якутский нож. Якутский нож.